В Харькове строят бункеры для учебы, Эстония закрывает границу, а Путин думает об ЛГБТ. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Российский Минюст криминализирует радугу по просьбе Путина или по своей инициативе. Единороги покидают Европу. В чем причина такой миграции? Интегрированные рынки капитала являются неотъемлемой частью нашего успеха. И расширение ЕС под угрозой. Кто мешает этому процессу? Я знаю, что мы не можем исключить искушения со стороны России или даже других стран попытаться вмешаться. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии под видео и не забывайте подписываться на наш канал. Благодаря этому каждое наше видео сможет посмотреть как можно больше людей. Поехали! В Харьковской области строят подземные школы. Школы этого региона с населением около 2,5 миллионов человек, граничащего с Россией, были вынуждены перейти на онлайн-обучение из-за опасности обстрелов. И сам Харьков часто становится мишенью для российских ракет, беспилотников и артиллерии. В четверг глава обладминистрации сообщил, что за последние сутки ударом подверглись населенные пункти в 3 разных районах. Вони можуть витримувати пряме влучання ракет С-300. Також розраховані десь на 500 чоловік кожна. Також вони будуть обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю. Також санвузли, істочники живлення незалежні, це дизель-генератори, водопостачання, каналізація і все, що потрібно для навчального процесу. К концу следующего года планируется построить еще несколько таких школ. Там будут даже места для того, чтобы спать, отдыхать, полноценно пережидать обстрелы. Российский Минюст просит признать экстремистским и закрыть международное общественное движение ЛГБТ. При том, что такой организации, как минимум в России, вроде как и нет. Можно, конечно, ее открыть и привселюдно закрыть обратно, но это уже будет странно по меньшей мере. Хотя политику партии, естественно, поддержали многие. 30 ноября Верховный суд рассмотрит иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории нашей страны. Это значит, что будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушат Россию, уничтожая нашу идентичность. Хочу поблагодарить за мужество и профессионализм сотрудников правоохранительных органов, специалистов Минюста и экспертов Лиги безопасного интернета, принимающих участие в подготовке этого исторического события. Работаем. Как все это будет выглядеть, не сообщается, но это не первый репрессивный закон против ЛГБТ. Издание «Медиазона» выделяет их еще 2 как минимум. Это запрет на смену пола, изменение гендерного маркера и распространение контента, цензурирование не только для подростков, но и для взрослых. Да, действительно, мы видим, что на всяких конкурсах там, в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, нужно либо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий. Вот. Но вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти темы, эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему. Стало ли это началом предвыборной кампании Путина именно с традиционных семейных ценностей? Эстония привезла противотанковое заграждение на границу с Россией. На мост, соединяющий Нарву и Ивангород, привезли так называемые «зубы дракона» – бетонные пирамидки, которые теоретически должны останавливать вероятное танковое наступление. Фотографии с зубами дракона появляются в местных пабликах. Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит, по примеру наших соседей, ограничить въезд в страну из РФ и чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов.
Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту. В Эстонии допускают полное или частичное закрытие погранпереходов с Россией. Днем ранее через этот же пункт пропуска из России пытались попасть в Эстонию 12 граждан Сомали и 7 граждан Сирии. Русские пропускают их со своей стороны, и мы уже можем назвать это гибридной атакой. Это в высшей степени преднамеренно. Люди приходят к нам, начинают просить убежища и международной защиты, и мы должны будем их разместить и приютить. Ответом может быть закрытие некоторых пограничных переходов, чтобы остановить поток и, возможно, некоторые другие меры. Сегодня мы с финской стороной будем координировать эти действия и смотреть, что будет наиболее эффективным. Эстонцам тоже не рекомендуют сейчас ездить в Россию, тем более, если погранпереход таки закроют. Москва может представлять опасность для расширения Евросоюза, говорит Шарль Мишель, председатель Совета ЕС. Он говорит о том, что расширение Союза – это важный вопрос, и многое решится в декабре на саммите глав государств. Мы знаем, что расширение и перспектива расширения очень важны, потому что мы знаем, что ЕС будет более безопасным и более процветающим. Мы видели эти страны, мы видели Западные Балканы. Я знаю, что мы не можем исключить искушения со стороны России или даже других стран попытаться вмешаться, попытаться повлиять. И именно поэтому мы абсолютно убеждены, что продвижение по пути ЕС чрезвычайно важно для большей стабильности и для того, чтобы этот регион был мирным. Глава Евросовета говорит, что еще одной важной темой повестки дня будет пересмотр европейского бюджета. А это значит, что он будет обсуждаться и в Украине, и в других странах, потому что пересмотр бюджета будет иметь влияние на то, как Евросоюз будет финансировать в будущем партнеров, друзей, в том числе и страны-кандидаты на вступление. Единороги покидают Европу. Не мифические существа, а обладатели миллиарда на своем счету. Они уезжают из Европы, видимо, не только из-за глобальных проблем. Европе необходим союз рынков капитала, включающий единый надзорный орган и торговую инфраструктуру для финансирования цифровизации или перехода в цифру. Об этом говорит глава Европейского Центробанка. Я утверждала, что существует убедительный коллективный интерес в принятии более амбициозного европейского подхода к созданию союза рынков капитала. В меняющихся обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся сегодня, когда все сильнее проявляются проблемы деглобализации, демографии и декарбонизации, интегрированные рынки капитала являются неотъемлемой частью нашего успеха. В результате столкновений, начавшихся в четверг вечером на акции протеста с требованием отставки главы Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова, пострадали 23 человека и 33 арестованы. Протестующие бросали в полицейских части брусчатки, фейерверки и осветительные ракеты, а те в ответ применяли водометы. В сети также появлялись видео, на котором видно, как полицейские избивают людей в ресторане, расположенном недалеко от здания Министерства спорта. Вчера мы стали свидетелями безобразных сцен насилия. Главная причина – многолетний менеджмент нынешнего руководства Болгарского футбольного союза, который привел к упадку болгарского футбола без видимых перспектив развития. Хаотичные действия этого руководства по организации вчерашнего матча еще больше нагнетали напряженность. К этому следует добавить и организационные ошибки со стороны руководства Министерства внутренних дел и Софийского управления Министерства внутренних дел. Протестующие громили все на своем пути, жгли машины и нападали на полицию. В общем, развлекались как могли. Би-2 могут признать спонсорами терроризма. Организация «Зов народа», которая известна своими доносами, обратилась в Генпрокуратуру РФ и Минкульт с просьбой признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и изменниками Родины. А вот и сам текст сообщения от организации в Телеграм, орфография сохранена. Они признались финансирован ВСУ.
Почему вообще до сих пор группу периодически крутят по радио, позволяя им зарабатывать, а они потом спонсируют врага? У нас американцы заблокировали счета, и с этим нам не надо церемониться. Заблокировать им все, арестовать недвижимость, ограничить творчество на публичных площадках. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, хочу знать все, что вы думаете. Ну а на этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.